Так, я вот снова создал вот такую конструкцию, так называемую жарочную. Снова здесь вот товарищ только что ушел. Такой интересный товарищ. Он какие-то интересные упражнения делает. Типа открывается как-то солнцу. Ну, интересно. Ну, такой спокойный. В общем, да, и я ему сказал, ну, я вот сегодня снова, вот это мой ужин. Говорю, у меня постоянно сейчас такой вот ужин, костерок, шашлык, закат. Он сказал, супер, супер. Ну и ушел, короче. Я ему предложил, конечно, целых 3 ножки здесь хватит всем, но он сказал, что ему надо уже идти. Как-то вот так. Так, ну чё, меня, конечно, тянет на область политики. Про ФАП 3000 я уже сказал. Как бы тема с этими терактами и ударом по Севастополю не состоявшимся, но поражение людей, с поражением людей на пляже. То есть, как бы, она сейчас потихонечку, как бы, ну как сказать-то, ну понятно, что на Западе-то ее вообще никто не особо не раздувает, особо ничего, как бы, ее там, ничего там и не сообщают они о таких вещах обычно. Но это же пропаганда, западная пропаганда. Убили людей зверски прямо на пляже. Ну, как бы такое вот прям, такое видео просто как бы эпичное в определенном смысле. Оно такое очень показательное. Оно показывает, вот рано или поздно такое должно было случиться, потому что вот эта политика постоянной эскалации, пока не ответит Россия, то есть она уже, мне, по крайней мере, стала давным-давно видна. Ну, вот здесь вот эксперты тоже обсуждали. И тоже по телевизору. И там вот говорят те же самые идеи. Вот про баланс, так называемый. Я в одном из своих костерков пытался объяснить про баланс. Про баланс вот этих сил. И говорил, что у нас существует дисбаланс. Основная идея в том, что Россия, ну это я тоже слышал, что Россия занимает какую-то оборонительную позицию и в основном занимается реагированием на какие-то угрозы, а Запад и в этом смысле она занимает более пассивную позицию. Ну то есть там это чисто вот технически я объясняю, не с позиции там того, что нацисты, допустим, себе позволяют намного больше в отношении убийства людей и так далее, а с позиции вот именно технической. А с той же самой позиции технической Запад позволяет себе намного больше, чем можно было, и он ведет политику, наоборот, эскалации, постоянного создания, увеличения каких-то угроз, рисков, эскалации, то есть увеличения конфликтов, так сказать, занимание новых сфер конфликтов и так далее, увеличение масштабов и так далее. Меня вот сегодня была, кстати, интересная новость, я про которую услышал. Это было про Трампа. То есть у них там сейчас идет в полным ходом предвыборная борьба с Байденом, то есть ожидается ихнее какой-то, как это называется там, дебаты какие-то, типа большое шоу американское. И, в общем, Трамп заявил, что он знает, как разрешить конфликт, что нужно, что он, во-первых, поставит ультиматум Украине, что она должна договариваться с Россией. У меня сразу возникает вопрос, а кто должен со стороны Украины договариваться с Россией? Потому что, по сути, Зеленский уже нелегитимен, и Россия это сказала. То есть они как-то тоже, вот схемы пока такой нету, это пока просто политическое заявление. Поэтому, то есть, ну да, то есть,
хорошо, допустим, Украина согласится, а России-то нужно с кем-то договариваться, не просто же так. Поэтому второй вопрос, это второй, скажем так, еще вопрос, который как бы надо понять. Дальше он объяснял, что если Россия не согласится, ну, Россию, это, Украине ультиматум будет такой, что либо вы в переговоры вступаете, либо мы вам вообще все сокращаем, всякое финансирование и так далее. И наоборот, если Россия откажется, а вот здесь интересно, да, а с кем Россия должна договариваться-то, если легитимного президента нет? Про это Трамп не сказал. То есть с кем там? С парламентом, который еще легитимен, как бы, или с кем? В общем, это, да, если Россия не согласится на переговор, то тогда что произойдет? Тогда он сказал, тогда я столько брошу сил на Украину, сколько как бы вы еще не видели. Ну, то есть, дело в том, что, ну, то есть он сказал, что будет намного больше помощи, будет безлимитная помощь, и что это может, понятно, что для России это может как-то оказаться, непонятно, что в это понятие входит, но звучит очень угрожающе. Так что очень интересно все вот эти вот вещи. И то есть процессы какие-то происходят. И поэтому да. Так, ну, костер приутих. Я останавливаю мое видео. То есть сейчас его еще раз зажгу. Может быть, еще что-нибудь скажу. Всем мира, силы, здоровья.